Однажды вечером Николь, волонтер Центра спасения животных, пришла проведать кошек, находящихся на лечении. Прогуливаясь рядом со зданием, она заметила переноску, оставленную на улице. Сначала Николь подумала, что кто-то из других волонтеров забыл ее, но когда она подняла переноску, то почувствовала, что внутри что-то есть. Заглянув внутрь, Николь ощутила, как у нее похолодело от ужаса. В переноске находилась кошка, чья мордочка была практически полностью замотана скотчем. Единственное небольшое отверстие у носа в несколько миллиметров позволяло ей дышать. Николь была в панике и не знала, как помочь бедному животному. Снимать скотч без ножниц или ножа было рискованно, шерсть и сама мордочка могли пострадать. У нее не оказалось ничего под рукой, чтобы аккуратно обрезать скотч. В desperation она решила позвонить своему молодому человеку Брету и объяснила ему ситуацию. Он немедленно бросился на помощь и прибежал через несколько минут. Когда Брет наконец добрался, они вместе аккуратно освободили кошку от скотча. Как только Лаки, как они решили назвать спасенную кошку, была освобождена, ей дали поесть и напиться. Судя по тому, как жадно она ела и пила, было видно, что ее давно не кормили. К счастью, Лаки оказалась настоящей счастливицей, ведь еще немного, и она могла бы погибнуть в страшных муках. После спасения волонтеры попытались выяснить, кто мог так жестоко поступить с беззащитным животным. К сожалению, живодера найти не удалось. Камеры видеонаблюдения, установленные перед центром, не зафиксировали его лица. На видео видно, как молодой мужчина подъехал на внедорожнике и оставил переноску, но его личность осталась загадкой. Ветеринары обследовали Лаки и пришли к выводу, что она совершенно здорова. Тем не менее, волонтеры не могли понять, зачем кто-то мог причинить такое страдание животному, особенно оставив его прямо перед центром спасения. Эта история стала для Николь и Брета напоминанием о том, как важно оставаться внимательными к судьбе беззащитных существ и продолжать свою работу по спасению животных.